Приветствую, друзья! Среди множества чисто динамических наушников выделиться стало почти невозможно. Однако у новеньких Woodnode от компании Twistura это реально получилось. Заявлено, что внутри там трудится 10-миллиметровый излучатель на деревянной диафрагме. Не бумажной, а именно деревянной, что бы это ни значило. К тому же у них 3 набора сменных фильтров, реально влияющих на звучание, роскошный кейс для переноса, множество амбушюр и вполне адекватная цена. Без необходимости что-то еще докупать или менять. Очень любопытная модель, о ней сегодня и поговорим. Поехали! Пришли наушники в довольно габаритной коробке с заводским графиком АЧХ во всех его вариациях, изображением модели и перечнем технических характеристик. В комплекте была инструкция, фиолетовый бокс, сменные фильтры, а также целых 4 набора силиконовых амбушюр, включая торнадо и фирменные с зеленым сердечником. Кабель на вид приятный, он толстый, витой, со сменным штекером на 3,5 и 4,4 мм джек и сопротивлением на каждой из жил по 11 Ома. Хорошее решение, менять такой не нужно. Чашечки полностью из металла, компактные, с парой отверстий для компенсации, 3 сменными звуководами в виде фильтров, резиновой вставкой и логотипом на внешней части. Смотрится это приятно, да и сидят они очень удобно. Вот так, друзья, это и выглядит. На измерениях у нас стандартный, как по учебнику, импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,18%, что просто фантастика. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как обычно, можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 или 9 дБ в зависимости от фильтра, аккуратный заход на середину, чуть более выраженную область разборчивости, акцент на псевдодетализации и протяженные, плавно затухающие высокие частоты. Разница между фильтрами, как видите, здесь существенная. От в меру спокойного стандарт до максимально экспрессивного инструментал. Вокал же занимает эдакую усредненную позицию. Сравнить это можно с Симгот EV300, который чуть глубже на басу и спокойнее на верхней середине, и с восходящей звездой Tenjin Origin. Причем примерно с такими же комментариями. То есть настройка сделана по всеми любимой кривой диффузного поля. На слух вокальные фильтры действительно дают более яркий, насыщенный и энергичный звук, в то время как стандарт немного приближают его к эдакой мониторной нейтральности и эмоциональной сдержанности. Инструментальные фильтры, наоборот, привносят звук утонченность, чуть-чуть приподняв выразительность, разделение и улучшив восприятие атак. Как следствие, все 3 варианта полезны, логичны и точно найдут свое применение в вашем желании подогнать звук под свои любимые стили и направления. Ну и бонусом, как и в случае Origin, внутри фильтров можно разместить какой-нибудь пористый материал, тем самым буквально умножив число вариантов настройки. Акустической массы побольше на вокальных и стандарт, в то время как разделение и разборчивость заметно улучшаются при использовании инструментальных фильтров.
По характеру же Woodnot невероятно схожи с вот только рассмотренными нами Origin. Единственное, герои обзора куда больше нацелены на скорость, динамику и чистоту всего аудиального полотна. Без свойственной Tengen околопленочной мягкости, тембральной густоты и подчеркнутого объема. Удар у твистура легче, текстуры четче, и все это при достойного уровня акустической массе, прекрасной артикуляции, разборчивости и хорошо выраженной мелодической составляющей. Да, в Origin есть эдакая изысканная мягкость и намного глубже погружение в материал, однако по выразительности, напору и технической части Woodnot немного, но впереди. Разрешение у них плюс-минус одинаковое, хорошее внимание к деталям, превосходная четкость позиционирования и очень реалистичная, без всяких упрощений и украшений, музыкальная атмосфера. А следовательно, они подойдут как для работы на студии, так и, например, для про-уровня игровых сессий. Сцена у Woodnot заметно так к нам приближена и, прямо скажем, не особо представлена в глубину. С прекрасной шириной, но без размаха и сколь-либо ощутимого пространства. А значит, модель идеальна для рока, металла, разноплановой электроники, популярной музыки, кое-чего из академического, но не для симфонического оркестра или сложного мультиинструментального джаза. В этом, кстати, и заключается их главное упрощение относительно Origin. Ну и герой обзора не так явно передают масштаб, подчеркивая микросоставляющую и чуть размывая макрочасть произведения. Эмоционально звук здесь на отличном, звучание естественное, открытое, с достаточным количеством воздуха, натуральностью, экспрессией и вниманием ко всяким мелким нюансам и оттенкам звукоизвлечения. Бас четкий, текстурный, с хорошим ударом и умеренной вязкостью. Середина подробная, собранная, с достойной выразительностью, прозрачностью и чуть ощутимой аналоговой теплотой. Веса, на мой взгляд, у модели достаточно. Есть объем, чуть ли не эталонная разборчивость, скорость и, конечно же, драйв. Верха тоже весомые и, как было видно по графику, особо внимания они на себя не оттягивают. Без колкости, агрессии или подсвечивания всяких сибилятивных призвуков. При этом перкуссия и резонансы практически как на ладони. Подача тут естественная, довольно музыкальная, с уклоном в мониторность, контроль и передачу всего динамического диапазона. Приятное, как для своей цены решение, способное на равных конкурировать с весьма популярными сейчас Juicer Defiant и Letsue DX1. Из них я бы, кстати, выбрал именно Твистура. Итогом наушники Woodnot приятно смотрятся, удобно сидят, вообще без искажений, с отличным кейсом, кабелем и богатейшим набором амбушюр в комплекте, а также 3 парами реально влияющих на звук, сменных фильтров, возможности которых, естественно, можно улучшать. К настройке у меня тоже никаких вопросов нет. Это вариация на тему кривой диффузного поля. Звучит модель невероятно чисто, технично и очень подробно, с прекрасной выразительностью, напором и огромным вниманием к деталям. Да, она не может похвастаться глубиной сцены, да и порой я ощущал у них еле заметную сдержанность, но это, собственно, и все, до чего тут можно докопаться. Энергетика, вообще говоря, отличная, динамика и атака даже выше, чем у Origin, при этом модель не обделена акустической массой, эмоциональностью и той самой мелодикой. За свои деньги это очень достойная модель. Мне понравилось.
А на этом у меня все. Это была модель Твистура Woodnot. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра.